Как понимать итальянский, не зная итальянского языка? Есть один лайфхак, надо просто выучить их жесты, и тогда вам станет многое ясно, даже если вы не обладаете огромным словарным запасом. В этом видео покажу вам несколько жестов, которые я чаще всего встречаю в повседневной жизни, или вижу в фильмах, или их используют мои знакомые. Я надеюсь, что вам понравится это видео. Если вам интересно, поехали! Издание The Guardian рассказало про исследование профессора Изабеллы Поджи из университета Рома-3. Согласно данных из этого исследования, в день итальянцы используют при общении примерно 250 жестов. А объем сложности и возможностей итальянского языка жестов сопоставимы с языком жестов, которые используют люди с нарушениями слуха и речи. Итальянская жестикуляция – это не просто размахивание руками параллельно словам, это нечто гораздо большее. И поэтому сейчас мы разберем некоторые из этих жестов, которые я наблюдаю чаще всего. Итак, самый популярный итальянский жест, который я вижу чаще всего, его знают даже маленькие дети. И он настолько популярен, что даже сделали специальные эмодзи, которые его изображают. Возможно, вы его уже видели. Выглядит это вот так. Я его называю «что, где, когда». И его используют, когда нужно что-то выяснить, когда задают вопрос и требуются какие-то разъяснения. И выглядит это вот так вот примерно. Вот, то есть итальянец на тебя смотрит и делает рукой вот так. «Мама, perché? Perché? Che sta succedendo? Che cosa succede?» Да? Типа, ну, что случилось? Объясни, что тебе надо? Что ты от меня хочешь? Что происходит? Где, зачем, почему, когда? Ну, вот примерно так. И это еще сопровождается соответствующим выражением лица вопросительным или каким-то нахмуренным. Так. Ну, что такое? Вот такой вот жест. Если вы посмотрите внимательно, то в WhatsApp точно есть этот жест, я смотрела, и в других мессенджерах вы можете его тоже найти. Следующий жест, тоже вопрос, он очень похож на предыдущий, но это такой именно вопрос, что ты хочешь от меня, да, что нужно тебе лично от меня. И он выглядит похоже, то есть тоже руку так собирают в кучу, и это делается вот так вот. То есть от лица, примерно от губ, от подбородка, вот так вот они делают рукой. «Che cosa vuoi da me?» Вот так примерно. Ну что тебе надо? Чего ты от меня хочешь? Примерно вот так. Следующий жест, это переводится на русский язык примерно. И зачем только я это сделал, зачем, почему, для чего. Пальцы сложены вот так вот перед грудью и легко так потряхивают руки вот так вот. Вот примерно так. Ну и почему я только это сделал? Зачем ты это сделала? На лице при этом выражение крайнего удивления или недоумения, или испуга. И вот примерно вот так. Следующая группа жестов касается еды. Я выделила 3, но на самом деле их, конечно, гораздо больше. И вообще у итальянцев очень много жестов. Но я вот показываю те, которые сразу приходят на ум. Во-первых, жест, чтобы выразить, как вам понравилась еда, как было вкусно. Это выглядит вот так. То есть берется палец и вот так в щеку его так как бы немножко вдавливает. Так, che buono, как вкусно. Или можно еще выразить восхищение кухней, готовкой, хозяйкой таким вот образом, или рестораном, да, вот так вот. Ну, это, я думаю, многие знают такой жест, да, типа benissimo. Ну, вот так палец складывается вот сюда куда-то, причмокивается и как веером разлетается. Benissimo. Бонissимо. Ну, вот так. Это 2 жеста для того, чтобы показать, что это было очень-очень вкусно, что вам очень-очень понравилось. То есть вот так. И вот так. Есть другие жесты про еду. Например, есть такой жест, который обозначает там дуэ спагетти, да, немножко спагетти. Вот они берут так 2 пальца и вот так покручивают. Типа дуэ спагетти. Там, пойдем съедим немного макарон, типа. Или «я хочу спагетти». Вот. Вообще, если итальянцы есть хотят, если они голодные, они вот показывают рукой вот так, вот так вот. То есть складывают ладонь и ребром постукивают по боку вот так. Типа, пустой живот, там пусто, надо что-то срочно положить. Следующий жест касается денег. Выглядит он вот так, ну, я думаю, это понятно вообще всем. Может, даже это не чисто итальянский, может, это интернациональный жест. Вообще, итальянцы используют много жестов, которые нам знакомы, типа «окей», там, ну, лайк сейчас говорят, да, круто, не круто. Но про них, мне кажется, даже говорить неинтересно, потому что мы их и так все знаем. Давайте лучше продолжим про такие жесты, которые чисто итальянская тема. Теперь перейдем к жестам предупреждения. Это я сама их разбила на некие группы, на самом деле очень вольно, поэтому, может быть, вы бы отнесли их к другим жестам. И первый из них это знак глаз, occhio. Occhio. Типа, я там слежу за тобой, да, или будь внимателен, глаз
смотри в оба, да, будь внимателен. Они говорят «окио» и подушечкой указательного пальца прижимают нижнее веко и многозначительно смотрят на собеседника. Типа «смотри внимательно, будь осторожен». Следующий жест выглядит вот так. Прижимают кончик носа пальцем, и это такой жест, он говорит, что об этом надо помолчать, будем держать эту информацию в секрете, не распространять, тихо-тихо, ну вот как-то так. Секретик. Следующий жест вы часто могли видеть в разговоре у итальянцев во время ссор, разборок каких-то, или в фильмах даже. Мне кажется, наверное, Адриано Челентано, наверное, это делал в фильме «Укрощение строптивого», если я не ошибаюсь. Это выглядит вот так, то есть поднимают руку вверх, немножко наискосок, вот так резко так, да, мадай, сметила, баста, баста, так они делают, когда нужно оборвать собеседника, да, типа, хватит ерунду пороть, вот, так эмоционально так это делают, да, вот такой вот жест. Следующий жест, как показать, что у тебя ничего нету, там деньги закончились, или продукта какого-то нет, это вот делают такие пистолеты, и вот это для этого они делают такие вот пистолетики руками и покручивают вот так рукой, видите, вокруг оси пальца, типа, ничего нет, все закончилось, нету ничего. Следующий жест не очень культурный, повторять его не надо, он выглядит вот так, и при этом итальянцы говорят «маке пале», типа «ну и шары». Шары здесь имеется в виду мужские яички, и этот жест обозначает скуку, досаду, какое-то неприятное ожидание, которое хочется быстрее сократить, ну типа «ну надоело уже, ну невозможно, ну хватит уже, кепали». Типа все, шары уже перенапряглись, хватит уже на этом, все, хватит, баста. Следующая группа жестов про состояние, отношения, нравится, не нравится. Ну, опять же, это моя вольная трактовка, моя вольная разбивка на группы. И первый жест итальянцы делают вот так. И говорят еще при этом «non me ne frega niente, non mi c'entra», типа «это меня не касается, а мне-то какое дело». Такую вариацию я очень часто вижу здесь, на юге, в Апулии, но я знаю, что севернее, возможно, этот жест выглядит не так, как-то вот так вот, они вот при этом руку делают вот так. То есть не так вот, а вот так вот. Может быть, вы видели какую-то из этих вариаций, напишите, мне интересно. Потому что в моем окружении все делают вот так вот. Вот. Типа, мне все равно. Это меня не касается. Когда вас спрашивают, как дела, и вы хотите сказать, что дела, ну, так себе, ни рыба, ни мясо, не очень, ну, ни плохо, ни хорошо, показывают вот так. То есть ладонь вот так берут и поворачивают немножко из стороны в сторону. Типа, ну, как прошло? Как прошло собеседование? Кази-кази. Вот так вот. Как итальянцы хотят друг друга немножко задеть или какого-то другого человека, да, сказать, что, наверное, у него поехала крыша, человек не в себе, там, не все дома. Значит, вот так они делают. У тебя все в порядке? Все дома, тук-тук. Все ли хорошо? Вот такой жест можно использовать, да. Или, например, вот такой вот, там, а у этого, например, а вот у этого там вот, у него, кажется, не все дома. Или есть еще один вариант, как можно сказать то же самое. Это вот так вот примерно выглядит, типа, шарики за ролики заехали, да. И вот эти три варианта обозначают примерно одно и то же, типа, ты с ума сошел? Многие из этих жестов я раньше никогда не видела и впервые увидела здесь, в Италии. Ну, тем и интереснее это все изучать. Есть еще один жест, который я раньше никогда не видела. Его используют, когда хотят сказать, что с тобой невозможно общаться. Тебя там невозможно ни в чем убедить, с тобой тяжело разговаривать. Для этого вот так вот сгибают ладонь и делают вот так вот. Вот. Если вам кто-то так вот показывает, это означает, что ему с вами общаться невероятно тяжело. Следующий жест парочка, копия, да, типа пара. А эти-то вдвоем, смотри, они что, вместе? Так. Или для того, чтобы подтвердить, да, не задать вопрос, а подтвердить. Да-да, смотри, они вместе, они ушли вместе. Еще один жест, я всегда думала, что он обозначает, что, ну, мне это не нравится, мне это не подходит. Вот когда вас спрашивают, типа, ну, как дела, там, как настроение, там, вот так они делают. Или как тебе, вот, новый наш знакомый, как он тебе нравится, не нравится? Я всегда думала, что это всегда нет, не понравилось, мне не нравится, но, как вот Женя моя объясняет, что этот жест зависит
зависит от эмоциональной окраски. Он может обозначать и наоборот, понравилось. То есть это ваше отношение. Понравилось, не понравилось. А как понять, понравилось или нет? Ну, по эмоциональному, вот, по выражению лица, например. Вот если вас спрашивают, или другого человека видите, спрашивают, ну как, ты это видел, как ты это? Вау! Если типа вау, то это значит, ну супер вообще, там впечатлило, да? А если вот так, ну значит что-то нет, не понравилось, не подошло, мне это не нравится, мне это не подходит. Следующий жест, я думаю, наверное, он понятен всем, не только итальянцам. Это вот так, когда делают, что-то здесь невкусно пахнет, да, кепуца. Вот, если какой-то неприятный запах, да, они так могут сделать, а здесь-то воняет. Следующий жест. Его показывают, когда подозревают, что кто-то нетрадиционной ориентации, да, они так ухо так загибают, так, вот этот, наверное, или вот это относится к ЛГБТ. Так, я надеюсь, это никого не задело, это просто жест, который итальянцы используют, когда сплетничают. А еще один жест они используют, когда сплетничают, это вот такой вот, типа, ну, рогоносец, да. Вот он или она, у него там рога растут, вот, чтобы знали. Потому что я много вижу, этот жест используют во всем мире, когда ходят там на какие-то концерты. Я не знаю, что он обозначает на концерте, но в Италии он обозначает вот это. Следующая группа жестов – направление. Когда вы куда-то собираетесь или вас кто-то куда-то отправляет. Например, вы собираетесь пойти, да, и вы показываете, ну, я пошел. То есть ладонью вот так параллельно корпусу, так, ну, я уже все, мне пора. Следующий жест он обращается к собеседнику, да, типа там иди ты отсюда или пойдем вместе отсюда, да. Итальянцы делают вот так вот одной рукой похлопывают по ребру второй руки. Вот так, типа, ну, андям, типа, там, пойдем отсюда. Или когда они обращаются к собеседнику и хотят, чтобы тот ушел, да, когда тебе говорят, ну, иди уже отсюда. Они делают так, вот, вати, ваттене. Вот так вот рукой тоже, вати. Ну, это такое неформальное, между друзьями это удобно, да, в шуточной форме, типа, ну, вали отсюда. Но по отношению к другому человеку это может быть не очень красиво, как-то грубовато. Но есть еще гораздо более грубый вариант, когда вас реально отправляют по известному адресу на 3 буквы. Итальянцы это говорят «vai a quel paese», «иди-ка ты в ту страну». Это выглядит вот так. Вот. То есть этот жест никогда не нужно делать, никогда его не надо повторять. Это как обругаться матерными словами на итальянцев, поэтому не повторяйте его никогда. Следующий жест обозначает «давай по существу». Итальянцы это делают вот так, то есть они как будто сжимают в руках мячик вот так. Типа, ну, стринджи, давай, покороче, расскажи коротко. Или другой вариант этого жеста, когда он делает вот так. Ну, типа это, обрежь лишнее, давай, коротко, кратко расскажи только самое ценное. Вот, или вот так, или вот так. Следующий жест – это когда вас пытаются задержать. То есть, погоди минутку, постой, un momento, aspetta, они говорят, ну, подожди. Вот так это выглядит, то есть ладошкой просто, как будто стену невидимую трогают. Подожди, аспетта. И следующий жест, который вы можете часто увидеть в ресторане, когда кто-то пытается позвать официанта, или в какой-то аудитории, когда человек хочет, чтобы ему дали слово, и они делают вот так. Приподнимают руку и пальчиком тыкают в небо. Как-то вот так. То есть официант, или «а можно мне слово?». Еще один жест его используют, когда хотят успокоить собеседника. Это выглядит так, то есть тише, кальма. Берут руку и как бы вот так похлопают ей по воздуху, да. Тише, спокойно, кальма. А вот этот жест делают, когда хотят сделать замечание собеседнику, что здесь кто-то слишком много говорит, ну-ка потише, хватит болтать. Они делают вот так. Типа, закрой рот. Давай-ка, закрой рот, дружок. В общем, вот эти жесты, которые я показала в этом видео, это те жесты, которые я наблюдаю здесь в Италии чаще всего. На самом деле их гораздо больше, поэтому я наверняка что-то упустила. Если вы знаете какие-то другие жесты, которые часто используют ваши знакомые итальянцы или видели в фильмах, пишите в комментариях, будем разбираться. Если вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь, там внизу это можно сделать. Можно также лайк поставить, если вам видео понравилось, и нажмите на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, и увидимся с вами в следующем видео. Чао, тути, всем пока-пока!